Добро пожаловать на самое крупное мое видео за последние несколько лет. В общем, вот вам краткая предыстория этого видео. Я хотел попробовать сделать простенький мод на Deadlock. Для этого нужен Source 2 Viewer, программа, позволяющая заглядывать в файлы игр на соответствующем движке. И там я нашел столько всего, что страшно представить. Старые сеты из Neon Prime, неиспользуемые реплики героев, новый комикс про Трубадура и Holiday, помимо предыдущих про Айви и Леди Гайст. А тем самым большее раскрытие героев. И я вам напоминаю, игра еще даже не вышла. Короче, очень мощная бомба. И все лишь в одном VPK файле. Сегодня мы именно поговорим о репликах героев, ибо тема довольно интересная, особенно если вы, как и я, любите лор игры и привязку к определенному герою. Думаю, больше всего реплик вы услышите от Покета, он же карман, он же пакет, он же ребенок, китаец, iPhone. Сразу уточню, чтобы понять их все, нужно разбираться, если не в таймлайне разработки игры, то хотя бы в лоре героев. В этом есть куча видео, вы сами можете их поискать. На всякий случай я буду текстом пояснять некоторые моменты. Начнем с чего-нибудь легкого. Как уже множество раз говорили датамайнеры, временную актрису озвучки Пейдж перевели на Боху. Хоть и ее реплики в текущем билде не работают. Вообще, в файлах игры лежит тонна неиспользуемых реплик, таких как напоминание о возможности прокачать свои умения, I need to upgrade my powers. I should train my abilities. I can upgrade my powers. I'll improve my abilities. Но большую часть занимают, конечно, как я их называю, персональные реплики, то бишь адресованные определенным героям. Wraith, I can heal you. Check out what Abrams bought. Dolman's on top of mid. Кстати, Тнопит — это будущая постройка, которую уже успели слить. Так что ждем. Но помимо лечения и простых меток, есть также просьба застанить героя. Stun 7. То, что вы видели какого-то героя. I saw Viscous. Просьба игнорировать определенного героя. К примеру, чтобы команда не тратила на него время. Ignore Bebop. Также, как я понял, уже готовы реплики Возрождения, которыми герои мотивируют друг друга. We need to finish the ritual. We need to finish this. And now we crush them like ants. И по части лора реплики то ли прощания, то ли пожелания на игру, скорее всего, либо после лайнинга, либо при свапе на другую линию. Thanks for your help, Abrams. Have fun out there. Be safe, Bebop. В файлах они подписаны как Hero, Ellie, Hero, Pass on Zipline. И они дают примерное представление, как герои относятся к друг другу. Ладно, что же там с визуальными новеллами? Ну-ка, откроем папку Book. Опа, новелла про Трубадура. Раньше ее не было. Что же там? Она также не закончена. Предлагаю отложить их до официального анонса, ибо они просто недоделаны, и большинство реплик даже не готово. Если с этим у нас покончено, пришло время капнуть глубже и немного в прошлое. Но перед этим кратко напомню таймлайн разработки Deadlock'а. Примерно в 2018 году маленькая команда в стенах Valve планирует проект Citadel. Кодовое название Project 8. О нем мало известно, но вроде как это должна была быть игра во вселенной Half-Life во времена 7-часовой войны. К 2021 году игра была переименована в Neon Prime и стала моба-шутером в далеком будущем, где знакомые по способностям, но не по дизайну герои сражались на неоновых улицах Токио. Но из-за стилистики игра не проходит проверку тестирования. В 2022 году игру переименовывают в Shadowline. Она становится фундаментом уже знакомого Deadlock'а. Но по-прежнему видны остатки старой итерации игры Neon Prime. Ну и в 24-м мы встретились с Deadlock'ом. Надеюсь, было понятно. Начнем. Калли,
Один из вырезанных героев лежит в файлах игры еще со времен Neon Prime. Имеет специфичные реплики. Звучит примерно как обкуренная дефектная турель. You're not gonna live long enough to regret that. This is what I was looking for. I'm unstoppable. Но, если мы заглянем глубже в папку с репликами, мы услышим этот голос. Yellow Guardian has half health. Я не буду спрашивать, зачем нужна реплика про здоровье линии. Но это же голос Инфернуса. Смею предположить, что именно он озвучивал Калли, и затем его реплики обрабатывали фильтрами. И да, названия героев в файлах игры остались с Neon Prime. К примеру, Орион — это Great Talon, Синт — это Покет, а Бибоп, ну, это Бибоп. И тут такая находка. Технически парадокс называется Хроно. Но в файлах есть папка Paradox. А что там? Can I get some help? Это ее необработанный голос. И да, Paradox озвучивает та же актриса, что и Horizon в Apex. Oh, an upgrade will take me into orbit, so I best pick one. Best get myself a wee upgrade. Помимо этого, в файлах лежат старые реплики для обучения. Во времена Shadowline игре обучал сам Shopkeeper. Destroying an enemy objective earns everyone on your team ability points. You also earn ability points as you accumulate souls. Hold mouse 2 to zoom in with your weapon. На удивление, эти реплики по-прежнему не удалили. Мы уже приближаемся ко дну этого импровизированного айсберга. Знали ли вы, что на каком-то этапе разработки планировалась озвучка для Т1 вышек? Don't forget to buy some items. I can't protect Yellow much longer. Good job, Kelvin. Но, по всей видимости, от этой идеи отказались, либо просто ее отложили. Можно еще глубоко копать, ибо можно найти Ambient из Neon Prime, и даже, возможно, обучение оттуда же. Hold mouse 2 to zoom in with your weapon. Being zoomed in reduces your movement speed. Press Q to use your melee attack up close. Press mouse 3 to ping what you're targeting. This is a quick way to communicate with your team. И я напоминаю, мы затронули только папку звука в одном лишь VPK файле. Так что это не все, что можно тут найти. Еще увидимся.